Я хочу попу, как у Джорджины Родригеса. Сделаете? Современные грудные импланты, как правило, имеют средний срок службы около 22 лет. Сейчас рекламируют операцию по увеличению полового члена до 6 сантиметров. Это технически возможно. Хороший вопрос. Вот нравится вам этот результат? Мы проводим полную реконструкцию носовой перегородки у людей, которые на протяжении долгого времени употребляли кокаин. Жир– это золото. Этот метод можно использовать для эффективного получения ценных стволовых клеток из жировой ткани. А вот на этих фотографиях доктор Хайме Планас запечатлен с предыдущим королем Испании. Ты очень красивая, и тебе не нужна никакая операция. Gracias, доктор. Это аппарат, который есть только один в Европе, и он у нас здесь, в Барселоне. Я вижу ягодицы, которые увеличены жиром. И вживую, честно, они мне часто напоминают мешок с картошкой. Клиника неразрывно связана с многолетней историей ответственности перед каждым пациентом. Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в клинике Планас, одной из самых узнаваемых и уважаемых клиник пластической и реконструктивной хирургии в Европе. Через стены этой клиники прошли тысячи пациентов из более чем 70 стран мира. Здесь ежегодно делают более 4000 операций. Хуан Карлос неоднократно здесь проходил восстановление, и сюда неоднократно приезжал действующий король Испании Филипп VI. Такую репутацию не купишь. И сегодня мы с вами поговорим с человеком, который стоит за этой медицинской империей. Hi Miriam. Hi, Nina. I'm very glad to see you. Can you tell us something special about this clinic? Okay, our clinic is the first clinic in Europe in surgery. It's more than 54 years ago, the Professor Planas, Jaime Planas. Jaime Planas, yeah. He funded. Здесь у нас физио, для девочки массажи, здесь находится камера индивидуалика. И вот здесь у нас уже Красота идёт какая. спортзал. Hola, hola, ¿qué tal? Друзья, я всегда говорю вам о том, насколько важно питание и спорт. Пожалуйста, посмотрите, в клинике пластической хирургии мы видим спортзал. Делайте сами для себя выводы. Сегодня мы говорим с человеком, который стоит за всей этой медицинской империей, доктором Хорхе Планасом, одним из самых уважаемых пластических хирургов Европы. Он продолжает дело своего отца, легендарного доктора Хайме Планаса, который основал эту клинику 54 года назад. Скажите, пожалуйста, доктор, я хочу услышать то, что не написано в интернете. Об этой клинике очень много пишут, но что мы не знаем. Ну, прежде всего, Наталья, добро пожаловать в клинику Пламас. Для нас является огромным удовольствием приветствовать вас в наших стенах. Клиника Планас в своей деятельности основывается на 3 основных направления, или столпа, на которых надежно держится вся наша клиника. Первое– это ее история. Изучение истории компании невероятно важно, потому что именно она закладывает фундаментальные ценности и уникальный стиль повседневной работы, который словно навсегда вписан в генетический код каждого сотрудника, трудящегося в этих стенах. И эта история началась с моего отца, когда он много лет назад, когда он еще только учился на 3-м курсе медицинского факультета, внезапно вспыхнула гражданская война в Испании, и его спешно мобилизовали и отправили прямиком на фронт извлекать пули из раненых бойцов, хотя в то время он еще даже не успел получить полноценный диплом врача. Он учился на 3-м курсе медицины. В те далекие времена пули приходилось извлекать под рентгеном, потому что когда пуля входит, хирург точно знает место ее вхождения, но не знает, где именно она в итоге остановилась. Чтобы узнать, где находится эта пуля, нужно посмотреть это на рентгене. После 3 лет, что длилась война, когда он каждый день вытаскивал пули из раненых, война закончилась, и его руки были полностью обожжены рентгеновскими лучами. Тыльные стороны рук были сожжены. Тогда ему сказали: «Ты можешь быть врачом, но не хирургом».
Дело в том, что мы очень тщательно и очень сильно моем свои руки каждый божий день, перед каждой операцией. И если бы он все же стал профессиональным хирургом, ему бы обязательно пришлось ампутировать руки, потому что его кожа была бы полностью и окончательно разрушена. Он завершил свое обучение в университете, будучи абсолютно убежденным в том, что не сможет стать хирургом. Но вот как порой бывает в жизни, ему совершенно случайно попалась на глаза научная статья одного американского врача, который изобрел кожные трансплантаты. И именно это спасло бы ему руки, потому что при кожном трансплантате с обожженных рук снимается поврежденная кожа, берется кожа отсюда, пересаживается, и руки спасены. И он смог стать хирургом. Затем он отправился на корабле в Соединенные Штаты, тщательно освоил эту новую технику, прооперировался сам, задержался там на более длительный срок, чтобы изучить абсолютно все методы пластической хирургии, а затем вернулся в Испанию и основал самую первую в Европе клинику пластической хирургии. Да, доктор, я даже успела увидеть билет, с которым ваш отец ехал на вот этом корабле в Америку. Совершенно именно так. Этот старый билет у него бережно отмечен, потому что именно он когда-то спас его заветную мечту — стать профессиональным хирургом. Это был тот самый судьбоносный билет. На покупку этого билета ему пришлось специально брать банковский кредит, потому что у него совершенно не было никаких лишних финансовых средств. А в то далекое время большие корабли добирались до берегов Соединенных Штатов примерно за 2 долгие недели. Он сел на этот большой корабль, и, как один довольно забавный случай, стоит сказать, что на корабле также ехала живая корова. Корова была там, потому что в то далекое время на кораблях совсем не было холодильников, и чтобы всегда была свежая еда, моряки брали с собой корову. В самую первую неделю корова обеспечивала свежим молоком абсолютно всех, а потом ее приходилось забивать, чтобы у людей было мясо, на следующей неделе, пока они, наконец, не доберутся до нужного места. То есть только представь себе, как кардинально все изменилось в этом мире на протяжении жизни всего лишь 2 поколений. Поколения моего отца и моего собственного. От того времени, когда он сумел сохранить свои собственные руки с помощью техники, которая сегодня считается самой базовой азбукой пластической хирургии — кожные трансплантаты. И на том корабле, где для еды приходилось обязательно брать с собой живую корову, до сегодняшнего дня, когда мы садимся в самолет, всего за 7 часов оказываемся в Нью-Йорке. Hello. Oh, very nice. Друзья мои, это посадочный талон, или, как говорят, билет, на котором доктор Хайме Планас поехал в Америку для того, чтобы восстанавливать руку после очень сильного ожога и обучаться в Америке. И вот с этого началась история длиной в 54 года клиники Планас. Этот кабинет — это оригинальная часть клиники, то есть она сохранилась нетронутой со времен отца. То есть представьте себе, какое невероятное уважение семьи, сыновья, супруга, которая еще жива и которая работает в этой клинике, сохранили в этом кабинете все, как было при отце. Трогать руками здесь ничего нельзя. Супруга очень пристально за этим бдит для того, чтобы как можно дольше вот это все сохранить в первозданном виде. Поэтому не трогаем. А вот на этих фотографиях доктор Хайме Планас запечатлен с предыдущим королем Испании. Хуан Карлос неоднократно здесь проходил восстановление, и сюда неоднократно приезжал действующий король Испании Филипп VI. Такую репутацию не купишь. И скажите, пожалуйста, какие пластические операции сейчас в тренде? Ну, вот уже на протяжении многих лет наиболее востребованной и популярной во всем мире эстетической операцией заслуженно является увеличение груди. Сегодня, уже 3 года подряд, я успешно применяю уникальную, высокотехнологичную и по-настоящему инновационную авторскую методику увеличения груди, без использования общего наркоза, совершенно без каких-либо болевых ощущений и с практически мгновенным периодом восстановления. Вся процедура занимает всего 15 минут, и грудь при этом вообще не трогается.
Через небольшой разрез в области подмышки аккуратно вводится специальный пустой расширяющийся баллон, который затем надувается снаружи и постепенно формирует необходимое свободное пространство внутри груди. Специальный баллон аккуратно извлекается, и затем через подмышку вводится современный имплант, который сам принимает необходимое правильное положение, так что хирург вообще не прикасается к самой груди. Не используется ни скальпель, ни ножницы для создания пространства. Таким образом, имплант аккуратно располагается внутри, полностью сохраняя все мягкие ткани вокруг груди, что обеспечивает очень естественный результат. А самое главное, у пациентки абсолютно не остается никаких видимых шрамов на самой груди, и уже на следующий день она может вести совершенно привычный и полноценный образ жизни. Кроме того, современные инновационные технологии также оказали колоссальное влияние на ринопластику, потому что сегодня ринопластику мы делаем с помощью ультразвука, что позволяет филигранно моделировать и корректировать кость гораздо точнее, аккуратнее и без лишней травмы или кровотечения. Поэтому сегодня пациенты после ринопластики могут отправиться домой в тот же день, практически не испытывая никакой боли и без использования тампонов. Доктор, если бы я пришла к вам и сказала, что я хочу сделать ринопластику, сделали бы? На твоем месте я бы взяла деньги и поехала в путешествие, потому что ты очень красивая и тебе не нужна никакая операция. Gracias. Сколько лет вы в пластической хирургии? Я профессионально занимаюсь этой деятельностью с 1995 года, что в общей сложности составляет уже 30 лет. Какая операция стала самой сложной в вашей практике? Самая сложная хирургическая операция была у совсем маленького ребенка. Ему было всего лишь 5 или 6 лет, который один его близкий родственник внезапно плеснул ему детскую кислоту прямо в лицо, и у него практически полностью сгорело все лицо. Это был, пожалуй, самый тяжелый и ужасный случай из всех тех, что когда-либо были у меня в моей жизни. Что касается клиники, какая самая сложная пластическая операция была произведена в стенах этой клиники? В стенах нашего медицинского центра на регулярной основе проводятся сложнейшие операции, которые сегодня выполняются лишь в немногих специализированных клиниках. Эти вмешательства являются более сложными и требуют значительно большего количества времени для их успешного завершения. Например, мы проводим полную реконструкцию носовой перегородки у людей, которые на протяжении долгого времени употребляли кокаин, из-за чего вся внутренняя структура носовой полости у них оказывается практически полностью разрушенной. В таких тяжелых случаях нам приходится забирать и пересаживать здоровые донорские ткани пациента с помощью прецизионных микрохирургических техник, часто используя лоскут из предплечья, чтобы заново выстелить все внутренние мягкие ткани. А затем, уже на втором этапе, мы приступаем к реконструкции с помощью хряща, взятого из ребра, восстанавливая все твердые части, такие как кость и хрящевой каркас, чтобы в конечном итоге придать этой новой носовой конструкции правильную анатомическую форму. Другая операция, которую мы проводим и которая выполняется в очень немногих центрах, это операция по лечению лимфедемы. Хирургическая операция по лечению лимфедемы также является сложной микрохирургической процедурой, при которой пересаживаются специализированные донорские ткани, чтобы эффективно восстановить и нормализовать естественный отток лимфы из серьезно поврежденной лимфатической системы пациента на прямую венозную систему. Данные хирургические вмешательства представляют собой сложные операции, которые обычно длятся от 6 до 10 часов, и поэтому они в обязательном порядке требуют госпитализации на несколько дней в клинике, чтобы медицинский персонал мог максимально внимательно и очень тщательно следить за послеоперационным периодом, на случай, если вдруг возникнет какая-либо закупорка в сосудах, которые были хирургически анастомозированы, чтобы своевременно восстановить их проходимость и предотвратить возможную потерю пересаженной ткани. Что касается раковых больных, доктор, здесь проводится лечение или реконструкция? Да, потому что при многих онкологических операциях на молочной железе мы также делаем мастектомии, удаляем ту грудь, которую необходимо резицировать, и сразу же выполняем немедленную реконструкцию с помощью микрохирургических техник, например, ДИЭП, чтобы перенести ткань, например, с живота на грудь, анастомозировать, то есть соединить кровеносные сосуды, чтобы эта ткань прижилась здесь, и таким образом восстановить грудь в тот же момент. Доктор, в современном мире есть ли зависимость от пластики? Да, это действительно очень хороший и важный вопрос.
потому что современная эстетическая хирургия стала настолько широко распространенной и доступной процедурой, особенно в нашем нынешнем современном обществе. Результаты настолько впечатляющие и стабильные, что все больше людей приходят к этой методике. Раньше, например, когда я только начинал свою практику, эстетическая хирургия, раньше она не имела такого широкого и повсеместного распространения, не была доступна столь огромному числу обычных людей, а теперь да. И поэтому действительно, когда у тебя есть реальная возможность эффективно решить практически любую возникшую проблему, из-за которой у тебя долгое время был комплекс, и ты чувствуешь себя просто прекрасно, что решил ее таким образом, неизбежно возникает устойчивая тенденция постоянно искать то же самое решение при абсолютно любом признаке старения или какой-либо малейшей деформации, которую ты замечаешь. На своем лице и да, действительно, каждый профессиональный пластический хирург обязательно должен иметь своего рода внутренний механизм ручного торможения, как это было в старых классических машинах, когда существовал ручной тормоз. Иначе для этого человека весь его свободный доступ к хирургии превратится. Доктор, сейчас я покажу вам Инстаграм известного украинского инфлюенсера. Она не скрывает, что были выполнены множество пластических операций. И я хочу, чтобы вы сказали, вот нравится вам этот результат? Первое, как хирургу, и второе, как мужчине. Она говорит про все свои пластические операции. Более того, очень важно, что все эти пластические операции были выполнены одним пластическим хирургом. Посмотрите внимательно. Это фотографии, которые совершенно очевидным образом действительно показывают характер каждой проведенной хирургической операции. Ягодица, грудь, талия, нос и многие другие изменения. По моему глубокому убеждению, профессиональная честность и этика пластического хирурга прежде всего заключается в том, чтобы досконально понять, можно ли технически выполнить именно то, что просит пациентка. А затем наступает вторая важная фаза. Например, точно определить, какой именно максимальный объем ягодиц или груди ты можешь порекомендовать этой конкретной пациентке, чтобы он максимально гармонично и эстетично сочетался с общими пропорциями всей остальной фигуры, или же чертами лица, если речь идет о форме губ или коррекции носа. Поэтому здесь тоже крайне важно внимательно прислушиваться к индивидуальным вкусам и личным предпочтениям пациентки, потому что в практике бывает так, что я, например, придерживаюсь мнения, что такой большой объем груди у чрезвычайно стройного и худощавого человека выглядит несколько непропорционально. Но если пациентка этого хочет, потому что ей это искренне и по-настоящему нравится, то почему бы и нет, правда? Доктор, а скажите, пожалуйста, это правильно или это не совсем верно, что все операции были выполнены одним пластическим хирургом? То есть это свидетельство таланта или все-таки у каждого пластического хирурга должна быть специализация? Возможно, не одна, но тем не менее какая-то узкая специализация. Ну, если конкретный пациент остается полностью доволен результатом проведенной операции, которую ему успешно сделал хирург, то вполне нормально и естественно, что он повторно обращается к тому же самому врачу для проведения своей второй операции. Если между квалифицированным хирургом и его пациенткой уже установились доверительные отношения, то это представляется совершенно естественным и логичным шагом, что пациентка захочет оперироваться именно у этого же специалиста, потому что между ними возникла глубокая и чрезвычайно важная эмоциональная связь доверия, полной уверенности и стабильно высоких результатов. По крайней мере, для пациентки это хорошие результаты, и поэтому вполне естественно, что она хочет продолжать обращаться к тому же хирургу. Как вы считаете, вот, возможности пластической хирургии в Украине и в Испании, они отличаются? И кто сейчас вообще лидер в пластической хирургии? Ну, в наше время все чаще можно заметить, что стремительная глобализация современной науки позволяет эффективно распространять абсолютно все накопленные человечеством знания, и благодаря этому у обычных людей появляется гораздо больше уникальных возможностей для качественного обучения и саморазвития в любой точке мира. Но если взглянуть на факты, то действительно Испания стала одной из первых стран во всем мире, где начали активно развивать современную пластическую и эстетическую хирургию. Испания всегда была одной из наиболее значимых и передовых государств в области пластической и эстетической хирургии, наряду с США, Бразилией, Аргентиной и Колумбией. Это страны, в которых по каким-то историческим причинам эта специальность уже много лет занимает лидирующие и по-настоящему инновационные позиции. Поэтому именно они всегда определяют основные направления и диктуют современные стандарты в мировой пластической хирургии.
Доктор, а после операции по уменьшению талии за счет ребер женщина может выносить и родить ребенка? Да, действительно, уникальная операция по уменьшению талии для создания фигуры песочные часы сегодня успешно осуществляется на практике. И вот что они обычно делают в таких случаях. Две или даже три самые нижние пары ребер аккуратно надламывают специальным образом, чтобы они постепенно ушли вглубь тела. Важно понимать, что их вовсе не удаляют полностью, а просто достаточно сильно вдавливают внутрь для изменения формы. Чтобы они оставались в таком положении и не расширялись снова при вдохе, нужно носить корсет, который сдавливает талию. Каждый день его затягиваешь все сильнее. И так продолжается 2-3 месяца. Так что в течение этих первых нескольких месяцев совершенно определенно забеременеть нельзя, это вполне логично, но потом уже можно. Это становится абсолютно безопасно, потому что ребра уже окончательно срослись в таком положении и уже никогда больше не смогут разойтись. Я знаю, что в Украине еще делают операции, когда, допустим, женщина сильно похудела, и у нее обвисла кожа и на ягодицах, и на ногах. И вот делают вот такой круговой разрез полностью, да, в области бедер и подтягивают кожу, в том числе на ногах. Это действительно рабочий метод. Да, это серьезная операция, которую крайне важно назначать только тем людям, у которых действительно наблюдается сильная дряблость кожи. Почему это так? Потому что если делать это только для того, чтобы совсем немного подтянуть ткани, то если внимательно взвесить тот результат, который ты в итоге получишь с теми шрамами, которые неизбежно останутся, а они всегда очень заметные, потому что идут по паху, по ягодице, а часто даже проходят через весь живот, то стоит серьезно задуматься. Оно того не стоит. Если дряблости действительно очень много, тогда это оправдано. Но если это только чтобы чуть-чуть подтянуть, то нет. Доктор, давайте поговорим о пластических операциях мировых знаменитостей. София Вергара, на ваш взгляд, были ли у нее пластические операции? Да, но раз она сама об этом не говорила, я тоже не могу это сказать. То есть я могу рассказывать о случаях, когда человек сам сказал, слушай, я делала себе такую-то операцию. Но если нет, то, Но вам, как мужчине, нравится, как она выглядит? к сожалению, я не могу обсуждать это тему. Хорошо, доктор, а вот если я к вам приду и скажу, я хочу попу, как у Джорджины Родригес, сделаете? Wait, 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 wait. Нет, я бы тебе этого делать не стал, потому что у тебя совершенно другое, гораздо более изящное и стройное телосложение. И в конечном итоге все в образе должно выглядеть абсолютно гармонично и пропорционально. Фигура Джорджины очень пропорциональна, и твоя фигура тоже. Ты не можешь. Человек с более худощавым телосложением не может, например, захотеть такие же ягодицы, как у кого-то с гораздо более пышными формами, понимаешь? Друзья, не будет у меня попы, как у Джорджины Родригес. Доктор, вот допустим, что касается меня. У меня 4 детей, 4 естественных родов, и, конечно, живот не идеальный, хоть я и тренируюсь, но при этом я категорически не хочу вот такой длинный разрез, даже если он будет тонким, все равно нет. Скажите, можно ли в стенах вашей клиники подтянуть живот, допустим, через пупок, чтобы вообще не было видно разреза? Что именно можно значительно улучшить в проблемной области живота? Лишний жир, который может там находиться, вполне можно эффективно убрать с помощью современных технологий. При этом совершенно не обязательно сразу использовать, например, систему Renuvion. Стоит отметить, что Renuvion — это действительно очень мощная и эффективная техника, предназначенная для глубокой подтяжки кожи и тканей. Будь то живот, руки или любая другая часть вашего тела, везде подтягивается кожа, потому что в процессе используется специальный зонд, который очень сильно нагревается и таким образом эффективно стимулирует глубокую дерму изнутри, что в конечном итоге и приводит к последующему заметному сокращению кожного покрова. Липобейзер — это совершенно иная инновационная технология, которая эффективно эмульгирует жир, превращая его в нечто очень похожее на жидкое масло, и затем его становится значительно более просто и эффективно удалить. Причем не только легче удалить, но и одновременно достигается гораздо более гладкий и эстетически равномерный конечный результат, чем если просто удалять жир в сухую. Именно поэтому сочетание липобейзера и системы Ренувиона. В зонах, где есть некоторый лишний избыток жира и дряблость, это по-настоящему идеальная техника без шрамов. Я коснулась темы липосакции и увеличения ягодиц с жиром. Расскажите, пожалуйста, об этом максимально подробно. Какие технологии сейчас используются? И, возможно, в клинике действительно есть что-то новое, чего нет у других.
Да, это чрезвычайно любопытно и важно, потому что на протяжении последних нескольких лет современная хирургия стремится стать значительно более естественной, с гораздо более натуральными результатами и, если это только возможно, с активным использованием уникальных внутренних ресурсов человеческого организма, таких как собственный жир. Тот самый животный жир, который раньше мы просто безжалостно удаляли и сразу же выбрасывали, совершенно забывали о его существовании, теперь неожиданно превратился в настоящее жидкое золото. Жир — это золото, потому что с его помощью можно сделать очень многое. Во-первых, эту методику можно эффективно использовать прямо во время проведения той же самой операции, чтобы значительно добавить недостающий объем в область скул, в подбородок, заполнить глубокие впадины височных ямок, а также успешно применить для коррекции формы груди, объема ягодиц и других зон тела. Таким образом, ты можешь использовать тот же жир, который только что извлек. Можно значительно усовершенствовать как лицо, так и тело в плане коррекции недостающего объема. Ну а также этот метод можно использовать для эффективного получения и выделения стволовых клеток, stem cells, ценных стволовых клеток из жировой ткани. Стволовые клетки, а именно мезенхимальные, которые являются самыми мощными, находятся только в пуповинном канате, которого у нас уже нет. Я абсолютно уверен, ни у кого в этом зале его больше нет. Или же в костном мозге, глубоко внутри кости. Или в жировой ткани. Тогда зачем же мы просто так выбрасываем этот жир? Я всегда советую своим пациентам, вместо того, чтобы выбрасывать его, извлекать клетки, пропускать их через тайм-машин. Это аппарат, который есть только один в Европе, и он у нас здесь, в Барселоне. Тайм-машины из этого жира уже готовят стволовые клетки для инъекций. Мы можем использовать их двумя способами. Один для улучшения лица. Мы вводим их в лицо, и кожа, и само лицо становятся лучше. Или, например, если у тебя сильно болит бедро, колено, плечо или локоть, абсолютно любую составную боль при хроническом артрозе, остром артрите или даже тендините можно аккуратно сделать инъекцию прямо туда, и тогда сразу становится намного лучше. Патология, которая у тебя есть, боль, все это улучшается. Например, я себе делал инъекцию в бедро, и теперь могу ходить совершенно нормально, хотя раньше не мог. Поэтому очень важно использовать этот жир, а не выбрасывать его. В Испании 5 пляжных месяцев. Я вижу ягодицы, которые увеличены жиром. И вживую, честно, они мне часто напоминают мешок с картошкой. Это потому, что непрофессионально выполнена операция или действительно вживую все результаты отличаются от натурального? Результат увеличения груди или ягодиц с помощью собственного жира навсегда. Потому что как только жир благополучно приживается в новой зоне, он сохраняется в этой области навсегда. Суть этой проблемы заключается в том, что после инъекции в течение нескольких последующих месяцев примерно 30% всего введенного жира постепенно рассасывается и исчезает, потому что просто не успевает прижиться в организме. Ты его ввел, но он не получил кровоснабжения. Весь этот жировой слой, который ты поместил из донорской зоны в конкретную принимающую зону получатель, поэтому он просто не смог прижиться и постепенно исчезает. Но весь тот жир, который успешно приживается, а это примерно 70%, остается с вами на всю оставшуюся жизнь. Процедура по увеличению ягодицы или груди с помощью собственного жира, как правило, позволяет получить очень естественный результат, как визуально, так и при тактильном контакте, потому что в процессе совсем не используется искусственная имплантка. Иногда случается так, что исходная форма ягодиц эстетически непривлекательная, и тогда ты просто дополнительно увеличишь эту некрасивую форму. Однако, если природная форма изначально красивая и совсем не обвисшая, то ты еще сильнее подчеркнешь эту гармоничную анатомию, которая уже присутствовала у пациента, но в которой просто ощущался явный недостаток нужного объема. Поэтому очень важно, с чего ты начинаешь, не только конечный результат, а именно с чего ты начинаешь и к чему приходишь. Кого из мировых знаменитостей вы в кулуарах считаете эталоном идеальной пластической хирургии? Мой топ-3 — это Меган Фокс, Анджелина Джоли, Айшвария Рай. Хотя я не знаю, у Айшварии были пластические операции, но, наверное, были. Ваш топ-3. Я не могу высказываться о людях. Я не могу. Доктор, импланты в груди — это правда, что они ставятся на всю жизнь или все таки их нужно менять? Нет, современные грудные импланты или мамарные импланты, как правило, имеют средний срок службы около 22 лет.
Сейден. Есть люди, которым приходится менять их раньше, а есть те, кто позже. Но их среднестатистический период эксплуатации такой, потому что со временем они подвергаются естественному физическому износу, и поэтому критически необходимо и крайне важно ежегодно проходить ультразвуковое или маммографическое обследование молочных желез в зависимости от возраста пациента, чтобы внимательно следить и точно знать, что ваши импланты находятся в целости и полной сохранности. Потому что если однажды они износятся или сломаются, замена импланта проходит очень просто. Мы сразу замечаем, что он поврежден. Если данный грудной имплант остается поврежденным в течение многих лет, и пациент не производит его своевременную замену, тогда он может пройти сквозь перипротезную капсулу, и в таком случае операция по замене будет значительно более трудоемкой и агрессивной. Доктор, сколько лет необходимо в Европе учиться, чтобы стать пластическим хирургом? Ну, в Испании это продолжительных 6 лет медицинского образования, затем еще 5 дополнительных лет специализации, это уже 11. А затем, чтобы ты почувствовал себя по-настоящему уверенным хирургом с достаточным практическим опытом, нужно как минимум еще 10 лет, чтобы накопить этот бесценный опыт, который позволит тебе добиваться действительно высококачественных и стабильных результатов. Я имею в виду отличных, то есть чтобы они были максимально отличными и максимально стабильными. Поэтому 10 и 11 — это в сумме 21, то есть примерно 21 год обучения и практики, чтобы начать зарабатывать себе имя в городе. А какая страна сейчас лидер по количеству и качеству пластических операций в мире? Да, это именно то, о чем мы подробно обсуждали в нашей предыдущей беседе, верно? Соединенные Штаты Америки, Аргентина, Бразилия, Колумбия и Испания — это, безусловно, очень технологически и экономически передовые государства. Сейчас начинает выделяться Южная Корея. Япония тоже выходит на передний план. Это страны, которые лидируют в мировой пластической хирургии. Сейчас очень многие блогеры рекламируют Турцию. Там проживание в дорогих отелях входит в стоимость пластических операций. Более того, пластические операции стоят гораздо дешевле, чем в Европе. Скажите, пожалуйста, в Турции действительно рынок пластической хирургии очень развит или больше развит маркетинг? Но это очень интересная тема, потому что у меня есть коллеги в Турции, которые действительно отличные специалисты и показывают превосходные результаты. Но помимо них есть и много других хирургов, которые не обладают таким уровнем мастерства. Причина, по которой так много людей едет в Турцию, началась с пересадки волос и продолжилась в других медицинских направлениях. Все это потому, что там есть очень мощный маркетинг всего этого со стороны правительства и всех государственных учреждений, чтобы создать. Создание коридора медицинского туризма — это крайне эффективный и надежный способ значительно стимулировать развитие всей национальной экономики государства. Поэтому я всегда говорю, я видел в Турции ужасные случаи, но видел и очень хорошие. Если ты едешь в Турцию, выбирай лучшего специалиста. Суть заключается вовсе не в том, что в Турции все по определению высококвалифицированные специалисты. Это далеко не всегда так. Необходимо обращаться только к самому лучшему, как здесь, так и в любом другом месте. Доктор, я профессиональный нутрициолог, и мне очень интересен вопрос, есть ли в вашей клинике отдельное направление, которое занимается диетотерапией, снижением веса? Работает ли у вас команда, которая ведет пациента в части питания? Да, у нас есть специализированное отделение питания. Мы — это то, что мы едим, правда? То есть очень важно внимательно контролировать наше ежедневное питание. То есть очень важно знать, что мы едим и как это повлияет на наше здоровье. Потому что в обществе не хватает образования, не хватает... С каждым разом людей это интересует все больше, но все равно пока не хватает необходимых знаний, чтобы ты мог сам регулировать свое правильное питание, выбирать именно те продукты, что действительно полезны для тебя, и то, что индивидуально требуется твоему организму для твоего здоровья. Почему? Потому что если каждый день питаться неправильно, это обязательно приведет к болезням. Не завтра, не послезавтра, со временем. И поэтому представители нового поколения действительно внимательно изучают полный состав ингредиентов продуктов. Сейчас их становится уже значительно больше.
Появляется все больше такого искреннего желания заботиться о себе, потому что люди понимают и начинают осознавать, что мы будем жить все дольше и дольше, а тело у нас всего лишь одно. И именно о нем мы должны постоянно заботиться, чтобы потом, когда ты станешь значительно старше, оставаться по-настоящему крепким и здоровым. Доктор, давайте немного поговорим о мужской пластике. Вообще традиционно пластическая хирургия считается женской темой, но мужчины все чаще приходят к пластическому хирургу, и эта тенденция растет. Если сравнивать, какой сегодня процент мужчин обращается к пластическим хирургам по сравнению с женщинами? Да, это правда, что все больше мужчин обращаются на консультации по пластической хирургии и приходят в клинику на операции. Почему? Потому что они перестали стесняться говорить о том, что мужчина тоже может делать операции, правда? Но все же правда, что всегда будет больше женщин, чем мужчин. Всегда. Потому что есть одна самая частая операция, которую делают в мире. Ее может сделать только женщина. Это операция на груди. Так что увеличение груди, мастопексия, уменьшение груди — это женские операции. И, конечно, да, это 30% всех операций. Так что если убрать эти 30% из уравнения, тогда соотношение мужчин и женщин становится более равным. В Украине сейчас рекламируют операцию по увеличению полового члена до 6 сантиметров. Доктор, скажите, пожалуйста, это технически возможно и насколько орган после этого остается функциональным? Да, это чистая правда. Основная суть данной методики заключается в том, что, о чем многие люди даже не догадываются, 4, 5 или даже 6 сантиметров полового члена не видны. Они находятся глубоко внутри лобка. Давайте разберем, как именно это устроено. Если представить, что вот это пенис, то значительная его часть располагается глубоко внутри тела, но она сильно изогнута и надежно зафиксирована специальной связкой. Эта связка называется подвешивающей связкой. И что делают во время этой операции? Разрезают эту связку, чтобы вся эта петля вышла наружу. Но существует одна существенная проблема, или побочный эффект, о котором каждый пациент обязательно должен быть осведомлен. После этого пенис больше не сможет сохранять эрекцию под углом 45 градусов, а начинает постепенно опускаться вниз, потому что данная поддерживающая связка теперь полностью отсутствует. Все в организме существует не просто так. Так вот, эта специальная связка, ее основная функция — надежно удерживать пенис во время эрекции в наиболее оптимальном положении для совершения полового акта. Поэтому, если этой связки нет, то сама эрекция все еще сохраняется, но пенис начинает непроизвольно опускаться вниз. Такие операции, доктор, проводятся у вас в клинике? Нет, мы такие операции не делаем, их обычно проводят урологи. Как вы расслабляетесь? Как мне расслабиться? Хороший вопрос. Я думаю, что когда ты расслабляешься, ты уже заболеешь. Довольно часто в моей жизни бывает именно так. Перед самым летом, когда я наконец заканчиваю оперировать, как раз тогда и неизбежно подхватываю какой-нибудь грипп или простуду, потому что происходит резкое снижение общего уровня тревожности организма. Я считаю себя очень уравновешенным человеком, и я всегда стараюсь относиться к возникающим проблемам значительно проще. Я искренне стремлюсь выстраивать свою повседневную личную и профессиональную жизнь максимально насыщенно, которая приносит мне удовлетворение, удовольствие, и именно это помогает мне не выходить из равновесия. Меня довольно-таки трудно вывести из равновесия, поэтому я всегда нахожусь как бы в состоянии расслабленности, но при этом все же сохраняю свою внутреннюю активность. И еще очень важно вовремя ложиться спать, всегда думая о чем-то хорошем. Если ты ложишься спать и думаешь, как хорошо у меня прошла эта операция, или вот, каким милым был мой сын или моя дочь в каком-то моменте. Или если ты думаешь о чем-то хорошем и забываешь о плохом, что случилось за день, ты просыпаешься гораздо более уравновешенным, с большими возможностями провести еще один хороший день, правда? Потому что, в конце концов, у всех у нас бывают и плохие, и хорошие моменты. Нужно стараться относиться к плохому проще и забывать о нем как можно быстрее, а хорошие моменты помнить. Даже если прошло много времени с того момента, который сделал тебя счастливым. Подумай об этом перед сном. Это лучший способ быть счастливым и уравновешенным. Я так думаю.
Доктор, а какой один совет вы бы дали каждой женщине, которая думает о пластике? Единственный. Совет для любого, кто хочет сделать пластическую операцию. Сначала сходите к 2 или 3 специалистам. Пусть эти 2 или 3 специалиста будут теми, чьи работы ты уже видел. У какой-нибудь подруги, друга, родственника ты видел результаты этого человека. Или тебе очень нравится его работа по Инстаграму, в соцсетях или на сайте. Дальше оперироваться в аккредитованных центрах. В центрах, где обеспечена максимальная безопасность для хирургической процедуры, которую ты собираешься пройти. И когда ты уже встретился с этими 2 или 3 специалистами, тогда именно с тем человеком, с кем у тебя возникли наиболее глубокие доверительные отношения, с тем ты и пойдешь на предстоящую операцию гораздо более уверенно и спокойно. И вполне вероятно, у тебя будет гораздо более впечатляющий результат, потому что ты провел действительно очень тщательное исследование перед своей операцией. Спасибо, доктор. Сегодня мы говорили о трендах, ошибках, о психологии, зависимости и о великих мастерах пластической хирургии. Мы коснулись мужской пластики, женской самооценки, гениальности хирурга и, надеюсь, после всего услышанного вы сделали правильные выводы. Спасибо. Thank you, доктор. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Друзья, сегодня мы были в одной из лучших клиник пластической хирургии в Европе. Мы с вами говорили о трендах пластической хирургии, поговорили о мужской пластике, обсудили, что действительно стоит делать, а чего стоит избегать. И я надеюсь, что вы поняли, что пластическая хирургия — это не про моду, это про эстетику, стиль, вкус и результат на года. С вами была я, Ната Шустова, спортивный нутрициолог на канале Healthy Life. Подписывайтесь и следите за новостями на канале. Всех люблю!